Для того, чтобы начать работу над первым блоком, вам нужно будет сделать на рабочем столе папку и назвать ее блок 1. Дальше вам нужно будет открыть чистый файл 3D Max. В чистом файле 3D Max первое, что мы с вами сделаем, сохраним его. Находим меню «Файл», в меню «Файл» находим строку «Save». После этого задаем путь к нашей папке блок 1, вбиваем название нашего файла, например, персонаж, поскольку работать мы будем именно над персонажем, и жмем на кнопку Save, сохранить. Теперь наш файл сохранен, и мы можем начать работать. Первое, что нам нужно будет сделать, установить единицы измерения, в которых будет работать наша программа. Для этого находим меню Customize, находим третью с конца строку Unit Setup. У нас откроется соответствующее окно, и единицы измерения сцены будут делиться на две группы. У нас будет Unit Setup, и дальше вам нужно будет нажать кнопку System Unit Setup и получить еще одно окошко. Разница между этими двумя группами в следующем. Unit Setup – это то, что отображается в наших счетчиках. System Unit Setup – единицы измерения, в которых программа думает. То, в чем программа думает, или System Unit Setup, это очень важно. И в этом случае мы с вами в обязательном порядке выставляем миллиметры. Почему миллиметры? Потому что, во-первых, сторона у нас метрическая, и все рефрены, которые вы сможете найти, физические размеры объектов в каких-нибудь интернет-магазинах, чертежи, все будет выполнено именно в миллиметрах. Соответственно, чтобы не пришлось масштабировать, переводить, перечислять, удобнее тоже изначально работать в миллиметрах. Второе – это то, что все уроки в большинстве своем будут рассчитаны на миллиметры, поскольку практически все визуализаторы, все 3D-шники, опять же, в миллиметрах работают. И если вы в уроке прочитаете там что-нибудь высота ворса 25 и 25 вобьете, то в случае, если у вас здесь стоят не миллиметры, а, например, метры, результат получится, соответственно, ужасный. И кроме того, если вам вдруг придется вставлять в сцену какую-то готовую деталь, готовый объект, скачанный из интернета или, например, сделанный вашим товарищем, то, скорее всего, он тоже будет выполнен в миллиметрах, и для того, чтобы не перемасштабировать его, чтобы его не пришлось как-то подгонять под сцену, лучше изначально, опять же, работать в миллиметрах, и тогда проблем не будет. Это что касается System Unit Setup. Проверили, чтобы здесь стояли миллиметры, и нажали ОК. Теперь давайте разберемся с Unit Setup. Можно точно так же выбрать метрик и в метрик выбрать миллиметр. Что это нам даст? Если я нажму ОК и выберу, например, бокс, начну его создавать, то у меня во всех счетчиках после каждой цифры появится надпись «ММ». Эта надпись указывает, что я работаю в миллиметрах. Но есть какая опасность? Когда я, например, стираю число и пишу здесь пятерку, то я здесь пишу не 5, подразумевая миллиметров, а 5 метров, потому что я оставила всего одну букву «М». Это бывает довольно опасно, потому что сразу пересчитывается компьютером именно в миллиметры, соответственно, получится 5000. Для того, чтобы не заморачиваться с этими буковками «ММ», у нас в Customize Unit Setup можно вместо метрик поставить Generic Units. Generic Units – это такие автоматические или внутренние единицы 3D Max, которые не имеют размерности. То есть если я ставлю Generic Units и жму на ОК, то у меня все мои миллиметрики просто пропадают. Соответственно, в Customize Unit Setup, System Unit Setup у вас должны стоять millimeters, ОК. В Unit Setup у вас могут стоять как метрик millimeters, так и Generic Units. Здесь можете выбирать сами. Единственное, что удобнее работать, может быть, без буквок ММ на концах чисел. Дальше ставим ОК. Теперь наш файл готов к работе. Делать эту операцию не нужно будет каждый раз. 3D Max запоминает единицы, в которых вы начинаете работать, и в дальнейшем открывает файл уже с этими установленными единичками. Дальше мы создадим plane, на который сверху назначим исходное изображение, которое у вас есть в рабочих файлах к блоку, и потом уже по этому исходному изображению будем работать. Так получается намного проще. И в этом есть небольшая хитрость. Есть разница, на каком из видов мы будем создавать наш plane. Вы помните, что у нас есть 4 вида или 4 видовых окна. Это топ, вид сверху, фронт, вид спереди, left, вид слева и перспектива, которая дает нам объемный вид нашего объекта.
Мы будем создавать plane. Это плоский примитив, не имеющий толщины, представляющий собой ровный лист бумаги. И сейчас я покажу, что будет, если мы создадим его на виде топ. Соответственно, на перспективе мы увидим, как он ровненько лежит на плоскости. Если же я создам его на виде фронт, то мой лист окажется наклеенным на стену. Если я создам его на виде left, то мой лист окажется наклеенным на стену, но уже перпендикулярную той, которая была на виде фронт. Соответственно, в зависимости от того, на каком из видов вам удобнее моделировать объект, на том виде вы создаете plane. В нашем случае, если вы посмотрите на картинку, которую я для вас подготовила, она выглядит как вид спереди. Соответственно, и создавать plane мы должны на виде спереди. Потому что если мы создадим его на виде топ, то наш заяц или наша композиция в конечном итоге получится лежащей, плоской. Поэтому лучше создавать его изначально на виде фронт. Все, что у меня здесь получилось, я, соответственно, удаляю. И сейчас создам себе чистый plane, с которым буду работать. Но возникает вопрос, какого размера мне создавать plane? Миллиметры я установила. Но хотелось бы еще сделать так, чтобы картинка, которую я на этот plane назначу, соответственно, не искажалась и назначалась легко и в том виде, в котором нужна. Для того, чтобы изначально не потеряться и иметь какое-то представление, какого размера будет ваше референсное изображение, вам нужно это изображение в папке найти, кликнуть на него правой кнопкой мыши и выбрать последнюю строку свойства. Дальше открыть вкладку «Подробно» и там найти размер в пикселях. Вот этот размер в пикселях и будет нашим размером, который мы вобьем в миллиметрах. Главное, не пугайтесь и не пытайтесь перевести пиксели в миллиметры через Photoshop. Ничего подобного мы не делаем. Просто для того, чтобы нам легче было работать, мы возьмем наши размеры числовые, которые есть у картинки, и вобьем их вместо миллиметров. Мы ничего не переводим, просто берем числа и вбиваем их вместо миллиметров. Как это будет происходить? На виде фронт я создам себе plane. Plane у меня будет пока достаточно рандомный, какой получился, такой получился. Дальше я зайду во вкладку Modify. Вы помните, что все изменения у уже созданных объектов происходят именно во вкладке Modify. И там нам нужно будет найти Lens, который в данном случае на виде фронт будет высотой нашего плейна, и Width, который будет шириной нашего плейна. Дальше смотрим опять на картинку, а точнее на ее параметры, и видим, что у нас высота 1246, а ширина 1800. В высоту 1246, в ширину 1800. После этого наш плейн приобрел такие же размеры, как и наша картинка. Теперь жмем на кнопку Maximize Viewport Tool и жмем на клавишу Z. И в нашем окне фронт отобразится наш plane. Теперь смотрите, plane в окне фронт отображается как каркас, как сетка. Для того, чтобы это изменить, давайте попробуем нажать клавишу F3. Теперь наш plane отображается как затененный объект. Если же я через Alt-W вернусь, например, в отображение 4 окошек, то тогда получится история, когда в некоторых окнах мой plane виден как каркас, а в некоторых окнах он виден как затененный объект. От чего это будет зависеть? Это зависит от того, что называется режим отображения объекта. Режимы отображения объектов находятся рядом с названием окна в 2 квадратных скобках. До 2017 3D Max скобка 1, в 2017 появляется дополнительная. Каким образом эти скобки будут работать? Если вы хотите поставить каркасный режим, то в последней скобке у вас должно стоять Wireframe Override, то есть перекрывающий каркас. Если вы хотите работать в затененном режиме, то вы будете в предпоследней квадратной скобке выбирать High Quality или стандарт. Разница между этими двумя режимами будет в том, что High Quality будет давать падающие тени, что не всегда удобно при моделировании. Например, если я сверху создам еще и бокс у происходящего, то от бокса впоследствии
у меня будут, или от плейна на боксе у меня будут падающие тени. Вот эти падающие черные тени могут знатно мешать при моделировании. Если же у нас будет, например, режим отображения стандарт, то никаких падающих теней нигде не будет. И, соответственно, такой вариант удобнее для моделирования. Мы с вами работаем либо в wireframe, либо в стандартном режиме. Если вам нужно посмотреть тени, это будет high quality, но, как правило, тени все равно не будут соответствовать тому, что выйдет в итоге на рендере. Поэтому удобнее работать в стандарт или в wireframe. В стандартном режиме у нас будет два варианта. Первый вариант – это объект просто как затененный предмет, когда у нас стоит только стандарт. И второй вариант – это затененный объект с сеткой, которая располагается поверх затенения. Соответственно, у нас может в последней скобке вместо Default Shading появиться Edged Faces. Edged Faces будет отображать нам ребра, и, соответственно, мы можем увидеть с вами и затенение, и каркас или сетку нашего объекта. Каким образом вообще происходит затенение объекта или что это такое? По умолчанию в 3D Max есть дефолтный источник света, который определяет, что одна сторона объекта будет чуть-чуть темнее, одна сторона объекта будет чуть-чуть светлее, и это дает нам эффект объема. То есть помогает понять, что, например, куб не плоский квадрат, а имеет какие-то оттенки по граням и, соответственно, выглядит более объемным. Видите, у него какая-то часть будет темнее, какая-то светлее. Таким образом, вы сможете отличить одну грань от другой, и куб приобретет объем. Есть две горячие клавиши. Клавиша F3 для того, чтобы переключаться между затененным и каркасным режимом, и клавиша F4 для того, чтобы на затененном режиме включать или отключать отображение сетки. F3 – каркасный или затененный режим. F4 – это если на затененном режиме вы хотите включить или отключить отображение сетки. Соответственно, на нашем фронтальном виде мы должны включить затененный режим и проверить, чтобы это был режим стандарт. Для того, чтобы нам было удобно моделировать, мы сразу включим отображение сетки через F4 и дальше сделаем следующее. Выберем наш plane и зайдем во вкладку Modify. Найдем параметры Lens сегменты и Vis сегменты и по обоим направлениям поставим по одному сегменту. То есть у нас не будет никакой решетки внутри плейна. Это даст нам возможность удобно моделировать поверх и не путаться в сетке. Кроме того, вы видите сетку и вокруг плейна. Это наша вспомогательная сетка или сетка трехмерного мира 3D Max. Как эта сетка работает? У этой сетки, если вы присмотритесь, есть тонкие светлые линии и есть черная линия такая потолще. Эти черные линии, их две, горизонтальная и вертикальная, они пересекаются между собой, образуя прямой угол. В точке пересечения этих двух линий находится точка нуля, начало координат нашего трехмерного мира. Как правило, или по умолчанию, все объекты, которые создаются на виде фронт, создаются, соответственно, на вот этой вот, или пристыковываясь к вот этой вот черной линии, которая является плоскостью фронт. Все объекты, которые создаются на виде left, крепятся или стыкуются к вертикальной черной линии на виде топ. Это наша, соответственно, плоскость left. И на виде left, и на виде front вот эта горизонтальная линия, которая проходит, это, соответственно, наша горизонтальная плоскость топ. Для того, чтобы нам было удобно моделировать поверх нашего плейна, мы его оттащим от плоскости front чуть-чуть в глубину. Таким образом, каждый объект, который мы будем создавать поверх, вот если я, например, создам на виде front бокс, вот таким вот образом, и вы можете посмотреть, что на виде топ он опять же пристыковался к вот этой вот черной линии, к черной плоскости. За счет этого мне неудобно будет моделировать, если у меня все объекты будут втыкаться прямо в картинку. Поэтому я свой plane оттащу с помощью команды Move немного назад на виде топ. Это даст мне пространство для моделирования перед ним. После того, как я посмотрела на виде топ и убедилась, что мой plane ушел в глубину от моей нулевой линии, я могу отключить отображение вспомогательной сетки через клавишу G.
Это даст мне чистое поле для того, чтобы удобно работать с объектом. Через Alt-W я разверну, соответственно, мой плейн на весь экран, а дальше нам на этот плейн нужно будет назначить картинку. Для этого мы можем открыть папку, в которой находится наша картинка, нажать на картинку левой кнопкой мыши и, не отпуская, переместить прямо на плейн. После этого наша картинка на этом плейне отобразится. Дальше наша задача будет найти Scene Explorer, найти галочку Frozen и заморозить наш объект. И здесь появляется следующая хитрость. Если мы просто заморозим этот объект, то, соответственно, материал, который на него назначен, окажется серым. То есть использоваться по факту не будет, мы его не будем видеть. Для того, чтобы материал остался видимым, мы должны на наш объект кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Object Properties. В Object Properties во вкладке General вам нужно найти и отключить галку Show Frozen in Gray, то есть показывать замороженное в сером. Галочку отключаем, жмем ОК и после этого включаем кнопку заморозки. Наша картинка осталась видимой, но мы, кроме того, получили возможность, соответственно, или получили невозможность двигать, выбирать или удалять нашу картинку.